Здравствуйте, дорогие друзья! Мир, лень, май, но пасаран и все такое. Почему не мир, труд май, мир, лень май? А где-то я услышал и прицепилось, а по сути-то так оно и есть. Считайте, первая половина мая выходной, вторая половина мая, 8, 9, 10 выходной, пол мая нету. Любят у нас в стране отдыхать. Ну вот так и получился мир, лень, май. Хватит зубы заговаривать, давайте бриться. А чем же мы будем бриться сегодня? Ребята, на крупный план не пойдем, причина проста. Сегодня будет станок Timeless. Разговаривал с Андреем Багли, он говорит: Вадим, приеду 4 числа. Получается, до 4 числа мне бы его оба станочка прогнать. Начнем с Timeless. И 4, увы, придется с ними расстаться. Что же касается мыла для бритья, то сегодня будет подгон от Gift & Care, но необычный, Мирсол. Я вначале думал, что это автошейв, а нет, ребята, это не автошейв, это у нас будет такое вот какое-то, я не знаю, молочко или шампунь какой-то для бритья. Я вообще первый раз такую фигню вижу. Оно пенится, но оно жидкое, вот прям жидкое-прижидкое. Ну, на крупном плане тоже нечего показывать. Что же касается автошейва, будет сегодня Фелизы Азура, Йома, но не лосьон. Здесь молочко, про которое Павел говорил, специально его выковырил, нашел, и сегодня будет оно. Автошейвы, к сожалению, у нас закончились. Есть у нас очень хороший автошейв, но он идет в комплекте с мылом. Это от Александра. Их бы вместе показать. Но получается, что сегодня никак, потому что вот Гиффенкеровская последняя, а следующая уже будет табак. Поэтому тут как бы тоже, знаете, вот, ну и вот так вот и выходит, что крупный план-то по сути и не нужен. А лезвие сегодня будет Трик Платинум. Да, Платинум. Настолько впечатлили ваши комментарии под последним видео, что я нашел его. И сегодня будем бриться этими лезвиями. Чего тянуть? Давайте сейчас подготовительные ласки вначале отпарим. Про помазок не сказал, про помазок и чашу. По мазкам сегодня будет Big Blossik. Давно он не ходил. И хочу освежить свои впечатления от барсука хорошего. Потому что последний раз, когда работал с Мама Чоли, в качестве пришеева маленечко жиденького возьмем. Мама Чоли от Разормен. Ребята, чтобы берега не терять, чтобы какие-то ориентиры остались, чтобы, ну, знаете, сильно там в облака не улетал, в небеса. Вот именно поэтому сегодня я взял Big Blossik, чтобы вспомнить, вот как другие-то хорошие барсуки работают, чтобы еще раз сравнить. Не буду скрывать, да еще скрывать, вы, наверное, сами все видели. Разормен помазок торкнул очень сильно. Поэтому хочу еще раз его проверить. Еще. И работать сегодня будем в чаше. Марс. Как это будем делать, я еще не совсем понимаю, потому что шампунь для бритья первого. Но это не шампунь, я так называю. На самом деле, ну, я не знаю, что это такое, я даже не знаю, как будем с вами поступать. Ну, давайте, сколько тут капать-то? Ну вот, ну, хватит, наверное. Так. Давайте посмотрим, что из этого получится. Так, видно? Вот видите, там на донышке. Вот это вот оно и есть. Чашу Марс выбрал, потому что Big Blossik он в форме лампочки. И он, собственно, по чаше-то хорошо заточен. Другое дело то, что ручка у него не очень большая. И по пальцам маленечко поколыхивает. Ну, ничего страшного, нормально. Так, ну вот то, что там, вот. То есть ориентиров вообще никаких, я с таким ни разу не сталкивался, сейчас даже не знаю, как с этим работать. Давайте попробуем маленечко водички. Вот так, наверное. Вот что. Пену по краям выхлестывает.
Сам помазок-то да, маленечко подзагружен. Во что у нас пена превратилась? Длинных усов каких-то не вижу, но я думаю, что жидковато. Давайте еще маленечко. Не удивлюсь, если это делается вообще не так. Может быть, нужно было, как я вот на лицо нанес, уже на лице сбивать. Типа как стик, только жидкий. Очень даже может быть, очень может быть. Ну, нормально, нормально. Так, поехали. Ну, парни, ну что говорить. Ну, бигбоссик хорош, конечно, хорош. Но у него совершенно все другое. Он работает по-другому. У него нет вот той подушки безопасности, которая есть на Razorman. Здесь вот нет того, чтобы я перекатывал по лицу. Вот это. Знаете, на что очень сильно похоже? Я первый раз, наверное, где-то в 2003 году нарвался, это еще в Америке было, в Таргете, магазин Таргет. Шли с Лариской, и там каких-то таких, знаете, 3 или 4 куля кожаных лежало. Вот где-то с 70 сантиметров высотой. И они какие-то все вот такие вот бесформенные. Я как-то так, ну, я впервые такое видел. К продавцу подхожу, спрашиваю, говорю, а что это такое? What is it? Он говорит, это армчия, то есть, ну, кресло. Я говорю, да ладно. Are you kidding? Типа, ты смеешься? Он, не, real. Подхожу, он мне показывает, говорит, садись. Я говорю, правда? Он, садись, я сел. Ребята, я выходить оттуда не хотел. Это кожаное кресло, изнутри набито какими-то шариками, которые там перекатываются, и садишься, и оно принимает твою форму. И ты садишься, оно вот такое вот все. Razorman. Это кресло. Оно принимает форму твоего лица, перекатывает и массирует. А здесь тоже есть этот шар внутри, но он более такой мягкий и он не так ярко выраженный. Вот как-то вот так вот. Но приятный, приятный. Нанесли. Ну, пока что вроде бы так-то ничего, да? Ну давай, с Богом. Бархатный грейдер. Я не чувствую лезвия. Обалдеть. Вообще прям. Ребята, очень приятно. Очень приятно и мягко. Пока все то, что вы говорили в комментариях, срабатывает. Интересное лезвие. Интересно. Станок сам по себе неординарный, но лезвие прям интересное.
Немножко расстроен. Потом расскажу, чем. Ну, специально не стал загружать и вижу, что пенки-то не хватает. Ну да, в чаше-то она есть, никуда она не делась, но в самом помазке уже не осталось. Не могу я это на совесть без блосика отнести, потому что он грузится сам по себе-то хорошо. Я думаю, что тут что-то вот с этим шампунем что-то вот. Вот оно все здесь, а с торцов даже не выходит. А первый раз, когда я брился, с торцов выходило. Вот, я не знаю, видите, не видите. Вот сейчас я смотрю, что вовнутрь-то там даже и не зашло нифига. Странно, почему так. Станок стоял. Beautiful. Ну прям лялечка. Не, ну я все равно еще пройду, потому что я люблю, чтобы, скажем так, не дельфин с бодуна, а нормальный дельфин на свидание, типа там лямур тужур, чтобы оп, так гладенько. Сейчас выскоблим еще раз быстро. Навыскабливать, сейчас я вот все с чаши заберу. Ну вот тут уже что осталось, ничего не осталось. Если еще и помазок отжать. Вот. Ну, как-то не убедило, ребят. Вот что-то как-то...
Не, ну вполне допускаю, что и я тут мог напортачить, мог чуть-чуть жиденько ее сделать. Но что-то вот есть у меня такое ощущение, что она чуть-чуть подседает. То есть вот плывет, плывет, удар не держит. Ну, в смысле, работу не держит. Хотя так вот по лицу-то и не скажешь. Сейчас уже смотри, завершение, уже все нормально. Да нет, нормально вроде. Больше всего, что здесь мне не понравилось, вот в этом шампуне для бритья, это, пожалуй, что запах. Он не кокосовый. Это, знаете, запах. И хозяйственным мылом не назовешь. Ну, что-то оно какое-то вот. Это не хозяйственное, это не детское, это никакое мыло. Какой-то запах есть, ну какой? Он заметный, вы его заметите. Но он не делает ваш день, он не будоражит ваше сознание, он не заставляет вас телепортироваться на другой край планеты, он вас не бодрит, не освежает и не усыпляет, и в душе петь не заставляет, и говорю, никакой. Ну вот как-то так. Да, плывет, плывет. Смотрите, рукой провел, и все, она пропала. Угу. Не, ну какая-то пленка, конечно, на лице-то есть. И она помогает станку скользить. Ну, ладно, это уже в обзоре, в смысле, в завершающем слове. Я понял, что с этим мылом. Расскажу. Все, автошейв. Пока салфетку на лице держал, глаза-то все равно смотрят. Ну вот и читал, что там на Мерсоле написано. Крема ликвида, Афитер, Мерсол. Ну, сейчас я все скажу. Осталось разобраться с автошейвом, потому что первое наше знакомство с Иома линейкой Фелиция Азура. Фелиция Азура, красиво. Фелиция Азура, так, Фелиция Азура, что-то такое. Не патетическое, а красивое. Знаете, Фелиция Азура, как будто имя девушки, которая какой-то след оставила в чьей-то душе. Фелиция Азура. Что-то такое красивое есть. Дозатор. Дозатор, ну, такая же пшикалка, как на предыдущем, то есть ничем тут не отличается. Я думаю, что, ну вот 3 пшика мы с вами сейчас оставим. Кому-то пропылесосить приспичило. Ну ладно, нас это не остановит. Достаточно густой. Ох, запах, да. Ребята, я его за запах уже люблю. Больше, чем уверенный кожу-то он успокоит. Единственное, что меня может оттолкнуть от такой вещи, это то, что он будет жирным после того, как нанесли. Но это мы сейчас проверим. Я бы даже, знаете, что я бы еще бы им попользовался, но уже не на сухую кожу, как сейчас протер, а слегка бы влажно ее оставил, но положил бы автошейва меньше в 2 раза, и вот эта вот влажность размешалась бы с этим молочком, и вот так бы еще даже попробовал. Возможно, так можно было бы даже еще интереснее было бы. Ну как можно описать запах радости? Летней радости. Чего-то молодежно свежего.
Это звенящая юность, звенящие вот прям как брызги. Помните, одно время реклама какого-то автошейва, каких-то дезодорантов была, что вот парнишка там весь из себя вот такой вот модный в лифт заходит, а там уже девушка, и она так флюиды его аромата уловила и, короче, изнасиловала там пацана по самое не балуй, там галстук распущенный стоит весь такой, девушка отряхнулась и пошла. О! Вот после этого можно отряхиваться. Это молодое, это цветущее, это зовущее. И это красиво. Это красиво. Я рад, что эта штука попала ко мне. Во-первых, то, что Павел дал на обзор, оно все бюджетное. И я рад, что в бюджетных линейках есть такие обалденные штуки. Потому что каждый это сможет попробовать за небольшие деньги, а удовольствие получит по самое не балуй. И еще раз подтверждается моя теория, что деньги важны при покупке вот таких вещей только на стадии выбора и на первоначальном этапе. Они для вас служат некоторым балансом, то есть вот, как знаете, как гирька на чаше весов, брать, не брать, брать, не брать. После того, когда вы эту стадию пройдете, вы прекрасно понимаете, что все уже уплочено, и вы начинаете этим предметом пользоваться, неважно чем, автошейвом, мылом, кремом, станком, чем угодно. А вот там уже начинается вторая стадия. Все предметы делятся на 3 категории. Вы взяли предмет за рубль. Очень редко, но бывает, что предмет работает гораздо хуже, чем на рубль. И тем более печально, если вы взяли не за рубль, а, допустим, там за 10 рублей, а он работает, ну, как рублевый. Вот это самое печальное, и дай бог вам, чтобы у вас никогда такого не было. Вторая категория, ну, наиболее распространенная и самая массовая. То есть вы отдали рубль, он на рубль и работает. Ну, может там на рубль 10, там, на 90 копеек, ну не суть. Ну где-то вот в этих пределах он работает. Это основная масс-медиа. И очень нечасто бывает, что вы отдали за предмет рубль, а херачит он, извиняюсь за французский, на 25 рублей. Вот такое бывает, но не так уж и часто. Мне повезло, ребят, мне повезло, я попробовал такие предметы. Вот один из этих предметов, чтобы я еще, да, этот, чтобы я еще в такую категорию включил, ну, к этому еще вернемся, Так что, ребят, вот, отдадите рубль, работать он будет на 15, так что вот, хорошая штука, однозначно хорошая, и липкость-то уже наполовину и прошла. Мыло, шампунь или не пойми что. Вот как вот для меня вот это вот ликвида Афитер или что-то, крема ликвида Афитер. Вот как она вот для меня не пойми что началась, так она не пойми что и закончилась. Пена то ли падает, не падает. Ну да, скольжение какое-то было, все хорошо, но что-то как-то, знаете, вот бодрячка какого-то не хватало. Очень часто бывает, что на хорошем креме, на хорошем мыле ты пену такую затобьешь, что она как-то, ну это пена, и она ведет себя как пена. Это пизде, ты уже пальцем ткнешь, а она тебя палец откидывает. Вот это пена, это я понимаю. А здесь хоп, и с той стороны вылетело. Ну неубедительная какая-то. Да и хрен бы с ним, побрился и побрился, но на этом-то все не заканчивается, запах. Помните, я вам когда сказал, потом скажу, так вот пришла такая мысль, если бы у меня был, допустим, вот гель для мытья в душе, я бы вот, когда в душ вот зашел бы в такую штуку, я бы очень долго думал, а что я этим помыть-то могу? Но головы точно нет. Ходить потом этим запахом, да любимая фи-фи-фи первая, все тело, ну, помыть-то помоет, но я потом весь этим буду пахнуть. Я понимаю, что это все сугубо имха. Что кому-то вот война, кому мать родна. Да, это все правильно, так оно и есть. Но я бы даже и не решился бы, а что и мыть-то? Бриться тем более. Мне очень грустно, что, может быть, я не понял вот это, может быть, ребят, вот точно не мое. Я даже не могу советовать, что вот парни, возьмите, попробуйте. Я знаю, что у Мерсола очень много хороших вещей, которые вот так вот заходят, и которые рублевые. То есть ты взял за рубль, он работает на 15. Есть такие, есть, автошейвы точно есть. Но вот это не тот случай. Для меня точно нет, точно нет. Ни запахом, ни кожей, ни рожей, ни статью, ничем не вышел. То есть вот для меня, вот если бы я это купил, это была бы пустая трата. Я бы помыл бы им что-нибудь, но только не брился бы, это точно. Так что, увы и ах. 3 платинум.
Парни, огромное вам спасибо за то, что рассказали мне про эти лезвия и так, знаете, пинка так под сраку маленько. Иди, побрейся. Вот ты побрился. Спасибо. Это зачетно, это вещь. Почему? В работе эти лезвия себя показали, ну, во всяком случае, в таймлессе. В работе эти лезвия себя показали, знаете, как некая константа. Как взрослый мужичок, которому уже где-то в районе 35-45, который уже наработал определенный жизненный опыт, который уже там сквозняком никуда не несется, но и не тормоз, прекрасно знает, чего хочет. Все, что делает это лезвие, оно это делает уверенно. Оно уверенно выдает тот нежный бархат, по которому вы просто обалдеваете. Тут нет какого-то скрипа такого дрочевого, а здесь есть бархат, с которым идет оно по лицу и собирает всю вашу щетинушку. Здесь нет какой-то, знаете, такой звенящей агрессивности физера. Нет. Здесь нет какой-то такой, знаете, временами колкой персоны. Но не колкой, а, знаете, такой, знаете, как сученька язвенька такая. Вот нет. Не то, чтобы оно какое-то такое аж прям злое персона. Нет, с ним все в порядке. Но вот что-то там такое вот есть, что, вот, знаете, заставляет вас все-таки, знаете, как-то вот контролировать себя. Здесь тоже нужно контролировать. Я раз щелкнул и снес чуть-чуть. Но здесь оно более самодостаточно, уверенно, надежно, прогнозируемо, на дальнейшее поведение что-то вот такое. Очень интересное лезвие. Ребята, если где-то что-то вы будете покупать, и там совершенно случайно будут вам попадаться вот эти лезвия, и вы ими никогда ни разу не брились, ребята, берите и пробуйте. Это интересная штука, это просто супер. Мне очень понравилось. По остроте, ну, я не думаю, что они уж персоне там много уступают. Ну, полисирвер, ну, возможно, где-то в этом районе. Что-то вот интересное, однозначно интересное, это можно брать. Станочек. Валерий Багли, хочу сказать тебе еще раз спасибо. Интересная, зачетная, такая, знаете, прям хорошая возможность была узнать что-то новое и парням показать. Я знаю, у нас был с тобой разговор по поводу того, что там, Вадим, возьми, попробуй ручку там смени, там вот какую-то другую поставь. Я думал об этом, но я не стал этого делать по той простой причине, что мне эта ручка зашла. Она прям такая. Недаром, что она с винтом, вот видите, вот здесь такая вот насечка. Она прям такая. Вот ее держишь в руке, и станок никуда не пляшет. И ты расслабил пальцы, а он держится. И держится, знаете, вот той вот нулевочкой, которая легкая такой, не обременительной и не назойливой. Пальпировать ее настолько удобно и настолько приятно, что, вот знаете, когда берешь вот грубую наждачку, не 500-ку, что-то такое. Вы все равно эти камешки чувствуете, и иногда это неприятно. А здесь, знаете, прям так чувствуешь зацеп. Процесс пошел, стыковка есть, и все. И он у вас здесь уже все, тут команда сработана. Внешний вид станка, ребят, он, конечно, поражает. Он поражает, и он из ряда вон, и он приятен. По качеству я вам уже все говорил, тут добавить, пожалуй, что нечего. Таймлесс, это вещь. Это не предмет первой необходимости, это предмет радости, душевного удовольствия и себя балования. Если у вас есть возможность, и вы можете потратить энную сумму для того, чтобы там 150-250 баксов, для того, чтобы взять красивую игрушку, которая вас не будет только красиво радовать своим внешним видом, но и красиво брить, ребята, тут не в чем сомневаться. Тут только ваше финансовое состояние. Если же у вас есть такая сумма и вам интересно что-то новое, берите, да, конечно. Но это не повод собирать полгода-год копить, чтобы купить вот это. Оно вас будет брить, но таких вот затрат, таких усилий, я думаю, что это не стоит. Нет. Но станок сам по себе, ребята, это бомба. Ну, за чашу говорить Меркур не буду. Ой, Марс. От Разерманова вы все прекрасно знаете, четкая, надежная, с пупырышками, в руке сидит удобно, работать, нормально, хорошо работать, отличная чашка. И дополнительно, что она фарфоровая, но это только радует и приятно. Бигбоссик. Ребят,
Мне, вот я на 90% уверен, что мне есть что сказать. Но все-таки я этого сегодня говорить не буду. Не надо, мне кажется, торопиться, ставить штампы, выносить суждения. Я все-таки думаю, что на следующее бритье, наверное, все-таки устроить маленький баттл. От всей души надеюсь, что этот баттл все-таки пошатнет то мое сегодняшнее состояние, которое вот у меня здесь внутри есть. И вдруг чаша весов изменится, и что-то там будет по-новому, расставится несколько иначе. Но если подтвердится, ну, парни, ну, скажу как есть. Мне просто, ну, и вам-то врать что? Ну, в конце концов, каждый, кто возьмет или этот помазок, сам это на себе может узнать, это проверяется достаточно легко. Поэтому оставляем вот эту модель сравнения до следующего видео. На следующем видео будет последний станок, это крайний станок от Валерия Багли, однолезвенный, вот этот, где у нас там, блин, как же его называют? Ну, ребят, извините, там компот в голове. Ну, там, где агрессивность меняется в зависимости от того лезвия, которое вы ставите, там длинное вот это вот. Вот. И запустим, наверное, вот эти вот два помазка. И будем расставлять акценты. На этом, пожалуй, что все. Мир, труд, май, по-старому. Какая лень, это так стебался вначале просто. Мир, труд, май. Мне это вдалбливали всю мою жизнь и так уже села. Хотя за все это время на демонстрации был всего 2 раза. Ну так, удачно мы сходили, нормально. После этого там, ну вообще демонстрация, что, это ура! Так, поорать. Ну и моральный дух, опять же, страны, все такое. Да что я вас лечу, вы сами все знаете. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Ну и до новых встреч. А новая встреча будет 4 числа. До этого времени как раз все отрастет. Все, пока-пока.